Приветствую всех на своем канале, меня зовут Фархад. Сегодня я готовлю традиционный узбекский суп мастава. Почти все ингредиенты нужно нарезать примерно одинаковыми кусочками. Мой ржавый казан на 12 литров уже готов, дрова под ним, так что приступаем к розжигу. Но на самом деле это не ржавчина, как многие пишут в комментариях. Это всего лишь небольшой нагар от предыдущих приготовлений. В первую очередь в казан идет курдюк. Нужно растопить курдюк одновременно с тем, как казан накаляется. Погода сегодня минус 10 градусов по Цельсию. Будет много пара, за что я извиняюсь заранее. Курдюк растопился, убираем шкварки. Теперь наливаем в казан 150 мл растительного масла. Будем жарить все на максимальном огне. Масло накалилось, теперь опускаем в казан мясо. Все ингредиенты сегодня будем жарить по 3-4 минуты. Далее добавляем в казан лук и жарим его до состояния карамелизации. Теперь я добавляю в казан мелко нарезанный чеснок. И не забывайте почаще помешивать, чтобы лук не пригорел ко дну казана. Теперь добавим морковь и перемешаем. На этом этапе я добавляю 3 чайных ложек соли. Далее добавляю в казан помидор и болгарский перец.
Добавляю совсем немного черного перца. Теперь добавляю в казан картошку и обжарю также несколько минут. Посыплю еще 1 чайную ложку соли с горкой. И добавляю кашниш в казан, то есть кинзу. Пришло время добавлять воды. Я лью 4 литра воды в казан и дождусь кипения. Огонь у меня все еще максимальный. После того, как суп закипел, я накрываю казан крышкой. После этого убавляю огонь на минимум и подожду час. Ну а пока основа супа доходит до готовности, мы займемся рисом. Выставляю средний нагрев на электроплите и добавляю промытый рис в сковороду. Заливаю рис водой, чтобы вода покрыла рис примерно на 1 сантиметр. Добавляю в рис чайную ложку растительного масла, а также пол чайной ложки соли. Слегка перемешаю рис, поставлю максимальный нагрев и накрою сковороду крышкой. На максимальном нагреве рис постоит 3 минуты и далее я немного понижу температуру. Еще через 5-6 минут можно открыть рис и перемешать его. Потом опять накройте крышкой и подождите еще 5 минут при низком нагреве. Через 5 минут можете выключать плиту. Рис готов. Прошел 1 час. Суп готов. Теперь можно подавать к столу.
Кроме зелени и острого перца, к супу отлично подойдут сметана, кефир, катык либо сюзьма. Приятного вам аппетита!